Почему вас называют сыном Майкла Джексона? И если кто-то во мне видит Джексона, я этим горжусь. Вы считаете это ложь? В мире масса похожих друг на друга людей. Если вы правда его сын, вы имеете право на долю в наследстве. Уже слишком поздно. На кону большие деньги. И большие проблемы. Это могло бы помочь вашей карьере. Верно. Это могло бы помочь моей карьере, но у меня все-таки есть гордость. Я никогда не пытался выбиться в люди, спекулируя тем, что я сын Майкла Джексона. Но если бы вы не хотели знать, вы бы не сделали ДНК-тест. Я вам говорю правду. Вы не делали заявление, что вы не сын Майкла Джексона. Вы можете сказать это сейчас? Брэндон, очень приятно познакомиться. Спасибо, что согласились дать интервью. Рад знакомству. Брэндон Александр Ховард. Сценический псевдоним Би Ховард. 41 год. Поп-исполнитель, музыкальный продюсер и автор песен. По его собственному утверждению, вырос в семье Джексонов. Джозеф, отец Майкла Джексона, являлся менеджером матери Брэндона, певицы Микки Ховард, в 80-е. Внешнее сходство Брэндона с Майклом Джексоном породило в начале прошлого десятилетия волну слухов о тайном сыне короля поп-музыки. Подогревало сплетни также распространенное мнение, что песня Майкла Джексона «Билли Джин» была посвящена Микки Ховард. Впрочем, и Майкл, и Микки это всегда отрицали. В 2014-м интернет-портал Film On заявил о наличии доказательств, подтверждающих отцовство Майкла Джексона. Позднее результаты ДНК-теста были признаны несостоятельными. Источники, близкие к семейству Джексонов, сообщили американским СМИ, что Брэндон Ховард – сын Джозефа Джо Джексона, отца Майкла. Итак, мы находимся в вашей студии в Лос-Анджелесе. Верно. Чем вам так нравится жизнь в Лос-Анджелесе? Я живу на два города – Скоттсдейл и Лос-Анджелес. Когда я здесь, я обожаю проводить время в студии. Здесь царит атмосфера творчества. Здесь много талантливых людей, которые любят писать музыку и петь. Здесь есть творческое сообщество. Я здесь рос, мне здесь все знакомо. Очень приятная студия. Мне нравится ваша музыка. Вы сейчас пишете альбом? Да, это мини-альбом. В нем будет 5 песен. Надеюсь, получится здорово. В наше время написать целый альбом, выбрать несколько синглов стоит больших усилий. Здесь же ты выпускаешь синглы, а потом они попадают в мини-альбом. Я не музыкальный критик, так что в музыке я не очень разбираюсь. Конечно же, я прочла несколько статей, отзывов музыкальных критиков. Все они пишут, что стиль вашей музыки похож на стиль Майкла Джексона. Вы согласны с этим? Насколько музыка Майкла Джексона отложила на вас отпечаток? В какой-то степени могу согласиться. Я вырос на этом самом стиле Майкла Джексона. И в личностном плане, и в музыкальном. Естественно, критики увидят сходство с ним. Его стиль в моей музыке эволюционирует, ведь я вырос в другую эпоху. Я рос на творчестве Аха, Tears for Fears. Слушал самую разную музыку со всех уголков света. Я смешивал музыку, на которой рос, которую в меня закладывали. Стили, которые я слушал, и то, чему я научился сам, это абсолютно разная музыка. Просто в моей музыке звучат отголоски того, что слушал я. Согласны ли вы с тем, что Майкла Джексона окрестили королем поп-музыки? Как считаете, он действительно был лучшим из лучших? Как я могу не согласиться? Это же Майкл Джексон. В мире много других больших звезд. Фредди Меркьюри, скажем. Фредди Меркьюри потрясающий. Но та отдача Майкла Джексона, то количество времени, что он потратил, чтобы выстроить целую индустрию, то количество музыкальных жанров, которые он затронул, вне всяких сомнений делают его королем поп-музыки. Его знают в любом уголке мира. Его имя на слуху у всех. Я смотрю на вас, смотрю вам в глаза и не могу отделаться от ощущения, что смотрю в глаза Майкла Джексона. Уж простите, но я не могу не спросить, почему вас называют сыном Майкла Джексона?
Вы первая, кто задал мне этот вопрос. Серьезно? Просто я смотрю на вас, вижу ваши глаза, понимаю, почему вас об этом спрашивают. Вот и решила задать вопрос лично вам. Это логично. Давайте смотреть правде в глаза. В мире масса похожих друг на друга людей. Кто-то делает операции, чтобы быть похожим на другого. Если говорить о моей семье, о моих корнях, то люди в музыкальном бизнесе знают меня, знают мою семью. Но те, кто не вращается в наших кругах, идет прицельно узнавать обо мне информацию. Я вырос в семье Джексонов. Вокруг нее сложилось множество тайн. Никто к ней не был близок настолько, чтобы обличить меня и представить доказательства, что я сын Майкла Джексона. Я никогда не пытался выбиться в люди, спекулируя тем, что я сын Майкла Джексона. Обо мне все чаще стали говорить, что я его сын, потому что я вошел в бизнес с собственной музыкой. Но я начинал сам. Я пришел в этот бизнес и не стал заявлять, что я чей-то там сын. Моя фамилия Ховард. Я заявляю о себе, честно работаю. Пишу музыку в студии. Сплю вот на этом диване. Я работаю не меньше других и не менее усердно, чем любой начинающий музыкант. Я иду к успеху своей дорогой. Я не Джексон, я не чей-то сын. Я всего добиваюсь, как Брэндон Ховард. Успехом я обязан работе с Джейсоном Деруло, не ее, Крисом Брауном. Я работаю под своим именем. Это результат моего труда. Я не пытаюсь выехать за чей-то счет. Меня уважают родные и друзья. Должно быть вам неприятно, ведь вы построили карьеру, вы успешный музыкант, работали со множеством звезд, но на вас по-прежнему висит этот ярлык. Когда люди вас видят, они тут же вспоминают эту историю. Это история про неизвестного сына Майкла Джексона, словно громадный слон маячит где-то позади вас. Какие чувства это у вас вызывает? Этот ярлык вас преследует повсюду. Откуда взялись эти слухи? Как сложилась эта легенда? Что ж, порой мне бывает очень неприятно, потому что я правда вкалываю. Слухи поползли еще задолго до того, как я попал в этот бизнес. Вы знаете, откуда я родом. Эта история тянется за мной давно, это уже не новость. Просто она начала набирать новые обороты по мере того, как я стал публичным человеком и начал делать успехи как продюсер и как артист. Люди стали обращать на меня больше внимания, но по факту с этим ярлыком я живу всю жизнь. Это старая история, понимаете? Несмотря ни на что, я горжусь тем, что я представляю свою семью, свои корни, все то, что повлияло на мое личностное становление. Я такой благодаря моим родным и людям, с которыми работал. Они меня оберегали и поддерживали, и если кто-то во мне видит Джексона, видит во мне продолжение его семьи, я этим горжусь. Потому что вместо грязи, которую на них льют, во мне они видят хорошее. Я горжусь тем, что я как бы представляю эту семью. Ваша мать работала с отцом Майкла Джексона, верно? Да, И много лет вы жили в их доме какое-то время. конечно. Вы провели с ними детство. Вы можете рассказать немного о семье? Как вас воспитывали? Как себя вели члены семьи Джексонов? Просто поделитесь воспоминаниями. У вас было ведь удивительное детство. Это была совершенно обычная семья. Мы же были детьми. Веселились, играли вместе, защищали друг друга. Они были очень творческие. Это были чудесные времена. Много ли времени вы проводили с Майклом Джексоном? Не особо. Мы общались, но он постоянно был в разъездах.
Он был занят, всегда работал, творил историю, держал эту самую марку короля поп-музыки. Он также отдавал себя работе, как я сейчас. Я вечно в разъездах, я тружусь, создаю что-то новое. Мне хочется творить. Что мама говорила вам об отце? Кем он был? Она вам что-то рассказывала? Она говорила, что она мне и мать, и отец. Мама делала все, чтобы у меня была счастливая жизнь. Моя мама – весь мир для меня. И так было всегда. Она мое все, я безмерно ее уважаю. Когда вы были подростком, вы разве не спрашивали ее, не хотели узнать? А зачем? Ну, просто я ставлю себя на ваше место, когда у вас нет второго родителя, вам же хочется узнать, кем он был. Я не чувствовал, что у меня нет отца, не чувствовал себя обделенным. Но если бы вы не хотели знать, вы бы не сделали ДНК-тест. Это было не мое желание. Я хотел узнать свои корни. Я сделал это ради развития в музыке. Хотел разузнать про свои африканские корни, понять, откуда берется это звучание. Люди по-другому это восприняли. Зачем тогда вы его сделали? Нет, не знал. Вы не знали, что ваши ДНК будут сравнивать с ДНК Майкла Джексона? Нет. Вы об этом не знали? Нет, я не для этого делал тест. То есть вы ничего не подписывали? Это вообще не входило в мои планы. Почему тогда вы не пошли в суд? Зачем? Ну, это незаконно. Нельзя брать чужой ДНК-тест без разрешения и сравнивать его с другими. Я решил не ввязываться во все это, не давать делу ход. Не хочу раскручивать эту ситуацию. Все это лишнее. И я писал новые песни. Обо мне написали в журнале Source. Столько нового в жизни происходило. Эта история меня тормозила. Если бы я дал делу ход... Почему тормозило? Это бы только подогрело к вам интерес. Да, обо мне узнало больше людей. Но они узнали меня в контексте истории моей семьи. Их не так интересовала моя музыка. Я столько труда в это вложил. Но вы же знаете, что в шоу-бизнесе слухи лишь подогревают интерес публики. Вы похожи на Майкла Джексона, у вас его глаза. Про этот тест ДНК в своей сумасшедшей теории писали вообще все таблоиды. Да, это точно. Это могло бы помочь вашей карьере. Верно. Это могло бы помочь моей карьере, но у меня все-таки есть гордость. Я не хочу выезжать ни за чей счет. Почему этот ДНК-тест провели в Ирландии, а не в Америке? Я не знаю. Я здесь ни при чем, я не в курсе. Если бы сегодня у вас была возможность сделать это в Америке, вы бы согласились? Если бы родные Майкла Джексона сказали, давайте мы тоже проведем тест, их было так много, давайте просто вместе еще раз сдадим, вы бы согласились? Нет, у меня совершенно нет никому вопросов по поводу моего происхождения. Я просто хочу творить. Но почему? Ведь после смерти Майкл Джексон стал артистом номер один по размерам прибыли за его песни. За его музыку были получены огромные деньги. Если вы правда его сын, вы имеете право на долю в наследстве. Вы можете претендовать на часть имущества вашего отца. В этом нет ничего постыдного. Я понимаю. Я читала много ваших интервью. Вы всегда говорите, что вам ничего не нужно от семьи Джексонов, что вы не хотите никакого наследства. Да, у меня все это есть. Но если вы правда его сын, у вас есть законное право. Почему вы не хотите сделать тест? Мы говорим о законном праве? Во-первых, я уже сделал заявление, что я не хочу делать тест. It is true, I did a DNA test, but this is not anything, had nothing to do with any of this. I swear on my life. I'm done. Во-вторых, уже слишком поздно. Для всех законных процедур есть установленное время. И потом, мне просто хочется держаться подальше от всей этой шумихи.
Я не хочу в это ввязываться. В музыкальном мире жизнь не так проста. Здесь происходит много всего немыслимого. Мне просто хочется держаться от всего этого подальше, делать свое дело и жить своей жизнью. Что вы имеете в виду под законными процедурами? То есть по этому делу уже было какое-то решение? Нет, они сделали публичное заявление, Какое? что уже поздно претендовать на что-либо. То есть вы не можете. Да, уже поздно. Я и не стал бы этого делать. Мне нравится моя жизнь, и я люблю свое дело. Я не хочу, чтобы мне что-то мешало. Вы видели, что произошло с ним из-за подобных дрязг. But also another thing, never in your interviews, many times you said То есть вы не можете. Вы часто в своих интервью говорите, что ни на что не претендуете, не хотите никаких денег. При этом вы не делали заявление, что вы не сын Майкла Джексона. Вы можете сказать это сейчас? Откуда я могу знать? Эти истории меня окружают с самого детства. От кого я их только не слышал. О том, что вы его сын? Да, и не только это. Кто вам их рассказывал? Семья. Его семья. Семья, друзья. Кто именно? Его мать? Кто к вам пришел? Разные члены семьи. Я могу либо на этом зацикливаться, либо просто жить свою жизнь. Я вполне себе счастливо жил. Вам об этом говорили разные члены семьи. Неужели ваша мать никогда вам не рассказывала? Ведь она же самый близкий ваш человек. Мы никогда это не обсуждали. Она просто всегда относилась с уважением. Но подождите. Я вам говорю правду. Представим такую ситуацию. Вот растет в семье мальчик. К нему приходит кто-то из родственников, ну, скажем, бабушка или отец Майкла Джексона, и говорит: слушай, парень, твой отец Майкл Джексон. Ну, вполне логично, что вы приходите к матери с вопросом: мама, вот смотри, ко мне пришел отец Майкла Джексона, и вот что сказал. Это правда? А вы говорите, что никогда это с матерью не обсуждали. Но это же невозможно. Ну как? Мы никогда об этом не говорили. Мы не выносим такие темы. Неужели вам не хотелось поделиться с мамой, что к вам приходили родственники Джексона? У меня не было необходимости. Мама часто была в разъездах. Ее почти никогда не было дома. Она всегда была в дороге, много выступала, продвигала свое творчество. В моем детстве не было ни фейстайма, ни мобильников. По возможности она звонила по телефону, и все, но это никогда не было для меня проблемой. У каждого человека есть свой раздражитель. Кто-то не переносит лактозу, кто-то дождливую погоду. Лично я совершенно не переношу непрофессионализм. И я точно знаю, какое огромное количество людей не переносит планирование. Например, путешествий и командировок. Промониторить билеты, выбрать жилье, составить графики и просчитать время. Огромная головная боль. Но те, кто делают это не впервые, хорошо знают давнего, проверенного помощника в этом процессе. Это сервис One2Trip. One2Trip больше 10 лет доверяют миллионы пользователей. И сейчас он снова готов вам помочь. В приложении собрано более 30 миллионов отелей и апартаментов по всему миру, которые по-прежнему можно оплачивать картами любых российских банков. И не имеет значения, бронируете ли вы отель внутри страны или за ее пределы. Все, что вам нужно для организации путешествий, есть в одном месте – в приложении One2Trip. И не забудьте, что после покупки авиа и ЖД-билетов в течение 5 дней действуют скидки на бронирование отелей до 37%. Помимо скидок можно получить еще и большой кэшбэк – до 15% за каждое бронирование. Для этого вам нужно просто выпустить travel-карту от One2Trip прямо в приложении и оплачивать ей свои заказы. Выпуск займет всего минуту, а обслуживание совершенно бесплатно. Сейчас актуальность One2Trip видна совершенно по-новому. Он никуда не уходит, он остается с нами, а с ним огромный выбор отелей на ваш вкус и бюджет. Поэтому никогда не поздно путешествовать вместе с One2Trip.
Я бы хотела, чтобы вы прокомментировали заявление еще одного мужчины, который настаивает на родстве с вами. Вот, как бы вы ответили Оги Джонсону? Он был бэк-вокалистом Майкла Джексона. Он заявил, что вы его сын, и что он так или иначе присутствовал в жизни Брэндона. Кто он такой, вы его знаете? Да, знаю. Это отец моего брата. Почему он сделал такое заявление? Я понимаю, почему он так сказал. Его попросили это сделать? Его попросили это сделать. Кто? Кто-то ему заплатил. Кто? Я не знаю, мне так передали. Кто вам это сказал? Он сам. Он извинился. Серьезно, вы с ним говорили? Конечно. Он выступил с этим заявлением, а потом мы с ним поговорили, когда я приезжал к брату. Он со мной поздоровался, и мы с ним поговорили. Он извинился передо мной, и я его простил. Я люблю его, он хороший человек. Я знаю, что он не хотел меня скомпрометировать. Он хороший, веселый человек. И я его люблю. Но кто ему заплатил, вы знаете? Пресса. Думаю, кто-то из прессы. Пресса? Не семья Джексона? Нет, я не знаю. Я бы и рад вам рассказать, но я не знаю. Кто-то заплатил. Но я знаю, что он хороший человек. Он извинился за это перед Да, вами? извинился. Кто вас воспитывал? Мама и семья Джексонов. Кто именно из Джексонов? Кто с вами проводил больше времени? Вы говорили, что мама всегда была в разъездах. Да, мамы часто не было дома. Кто вас воспитывал? Джеки, Джермейн, Джозеф. Джозеф обо мне всегда очень заботился. Вот кто меня воспитывал. Насколько я поняла, вы сохраняете с ними хорошие отношения даже сейчас. Да, у нас скоро выйдет совместная песня под названием «Get Up». Это очень круто. Они вас как-то поддерживают финансово? Денежная помощь от них есть? Да, помогают. У меня все хорошо. С этим все хорошо. Почему вы смеетесь? Вполне нормально, что я задаю такие вопросы. Все хорошо. Просто Джексоны все пересудились друг с другом после смерти Майкла. Мы все об этом знаем. Они уже много лет судятся, подали массу исков, на кону большие деньги. И большие проблемы. Верно. Я всем доволен. Я всем доволен. Все дела очень громкие. Так что мой вопрос закономерен. Я не верю, что к вам не приходили адвокаты с предложениями. Давай попробуем, сделаем так и так, отсудим кучу денег, а ты дашь нам процент. Расскажите мне об этом. Многие ли к вам приходили? Боже, они полезли изо всех щелей. Правда? Да, кто только не приходил ко мне. Предлагали, можем сделать так, можем эдак. Почему нет? Вы понимали, что у вас нет шансов? Или вы не хотели рушить связи с семьей, рушить воспоминания о детстве? И то, и другое. Зачем мне так поступать с людьми, которые с младенчества были рядом, заботились обо мне? Зачем вдруг просить денег, которых мне никто не отписывал? Зачем устраивать разлад? Зачем еще сильнее клеветать на Майкла Джексона? Зачем мне так делать? Это бессмысленно. Что бы я от этого получил? В жизни деньги не главное. Мы любим друг друга. Не каждый должен урвать свой кусок наследства Майкла Джексона. Нужно зарабатывать своим трудом. Мы заботимся друг о друге. Я бы никогда не стал этого делать. Это бы унизило мою маму. Вы понимаете? Ваша мама работает до сих пор, так? У нее все хорошо. Хочет петь, пускай поет. Хочет водиться с внуками, пожалуйста. У нее прекрасная жизнь. Вы поддерживаете связь с детьми Майкла Джексона? Мы иногда видимся. Вокруг них тоже ходит много слухов. Кто из них настоящий ребенок Майкла Джексона, а кто нет. Что вы думаете по этому поводу? Любовь есть любовь. Это красивые очень слова, конечно, но как это объяснять? Я вот как считаю. Он их вырастил, считал их своими детьми. Значит, они его дети.
Они любят его, он любил их. Вот и все. Если бы у меня был ребенок, и кто-то говорил мне, что он мне не родной, да, я могу не быть биологическим отцом, но я люблю этого ребенка. Точка. Вот и все. Любовь к детям не зависит от цвета кожи. Какие у вас остались воспоминания из детства о встречах с Майклом Джексоном? Как он себя вел? Часто ли вы виделись? Он очень тактильный, добрый, классный, невероятно умный. У него правда была болезнь витилиго, которая не позволяла ему находиться под открытым солнцем? Уверен, что да. Я не особо замечал. Единственное, что я помню, что у него на большом пальце были темные пятна. Он сказал, что поранил руку, разбив зеркало, и у него был сломан большой палец. Виделись ли вы с ним в последние годы перед его смертью? Очень редко. Я незадолго до его смерти много работал, ездил в Нью-Йорк, строил карьеру. Мне сейчас грустно от этого. Он писал песни, писал альбом. Я хотел попасть на эту пластинку. Мне очень хотелось написать для него песню. Сделать что-то классное вместе с ним, наконец. Но шанс мне так и не представился. Я слышал, что он работал с моими друзьями. Когда вы в последний раз с ним общались или видели его? Наверное, году в 2006-2007. Где-то в это время. Это за сколько лет до его смерти? 3 года. 3 года. Вы можете описать? Это была личная встреча или телефонный разговор? Телефонный разговор. И как он прошел? Обычный разговор. Он вам позвонил или вы ему? О чем вы говорили? Он позвонил. И что он сказал? Как дела? Спросил, как дела. Сказал, я слышал, ты музыкой занимаешься? И все в таком духе. Он очень любил музыку. Почему он вам позвонил? Вы же не какой-то родственник. Он вам звонил, потому что вы были близки? Не то чтобы мы были близки, это был обычный телефонный разговор. Я с мамой также общаюсь, да и с кем угодно. Думаю, вы наверняка смотрели фильм «Покидая Неверленд». Я не смотрел его. Вы его не видели? Нет. Почему? Это неправильно. Этот фильм вообще не нужно было снимать. Но почему вы его не смотрели? Порой лучше, наверное, знать. Я слышал про фильм, но мне некомфортно такое смотреть, понимаете? К нему было приковано пристальное внимание. Вы считаете, это ложь? От начала и до конца. Почему тогда Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак? Было доказано, что это ложь. Да, я знаю, в суде. Было доказано, что это ложь. Его и раньше пытались очернить. Это неправда. По-вашему, зачем они это сделали? По той же причине, что и все остальные. Все ради денег. Все ради денег. Вы считаете, им заплатили за этот фильм? Думаю, они просто хотели на этом нажиться. За человеком очень долго пристально наблюдали, его больше нет в живых. Они решили на этом нажиться. У каждого свои истории. Я особо о них ничего не знаю. Их масса. У Кори Фельдмана своя история. А он был к Майклу ближе, чем многие. Кори Фельдман очень многое видел и многое знает. Кори Фельдман никогда ничего подобного о нем не говорил. Он бросался грудью и всячески его защищал. Хотел, чтобы люди знали правду, но не вышло.
We know that legally this case was proven. Мы знаем, что суд признал, что в фильме рассказали неправду, доказательств нет никаких, мы это знаем. Но если мы отвлечемся, вам не кажется, что в этой истории что-то нечисто, даже если мы не говорим о домогательствах и сексуальном насилии? Harassment or any sexual abuse. Just, this. Он проводил время с детьми, играл с ними, даже если домогательств не было. Я, как взрослый человек, считаю это несколько странным. Without any harassment, but it's still, for me, being a grown-up, that would look. Взрослый мужчина проводит время с маленькими детьми. Зачем? Зачем ему это было нужно? It's like, why on hell he would do it? Sometimes you can't make a father. Иногда отца родного невозможно заставить играть с собственными детьми, а тут чужой мужчина, взрослый, играет с чужими детьми. Я отвечу так. Представьте, что вы выросли в этой индустрии так же, как мы. Ты растешь в музыкальной индустрии. Здесь ты играешь только со взрослыми. Продюсеры – взрослые. Менеджеры – взрослые. Дайана Росс – тоже взрослый человек. Тебя окружают взрослые. Тогда бы вы стали думать, что правильно играть только с детьми? Здесь необычная жизнь. Люди, далекие от шоу-бизнеса, не считают нормой, что взрослые играют с детьми. В этой индустрии ты встречаешь много разных людей. Это люди творческие, они не похожи на других. В детстве ты играл со взрослыми. Когда ты сам становишься взрослым, ты играешь с детьми. В этом нет ничего плохого. Слушайте, я не говорю, что это плохо, но есть в этом что-то странное. Здесь все по-другому. Я не говорю о грязном сексуальном подтексте. Я сама мать, у моего ребенка есть отец, моему сыну 4 Правда? года, он обожает играть со мной и с папой. 4 years old, and he loves to play with me and his father. But to make his father to play with him, I have to struggle for that because, Но мне надо еще постараться, чтобы заставить отца играть с ребенком. Взрослые обычно не особо любят играть с детьми. he wants to play with you. So, to play with other kids. Для них обычно это скучно. Мне кажется, немногие взрослые любят играть с чужими детьми. Порой у них и на своих детей времени не хватает. Time for their own kids. Может быть. Я лично с таким никогда не сталкивался. Но я помню, что в детстве я часто играл со взрослыми. Мы допоздна не спали, смотрели кино. You don't think that there were some А вы не думаете, что это какая-то психологическая проблема? Многие эксперты говорят, что Майкл Джексон в каком-то смысле сам был как ребенок. himself, so he liked to spend time with. Поэтому ему нравилось общаться с детьми без всякого сексуального подтекста. Просто ему было, мол, приятнее проводить время с детьми, чем со взрослыми. Was better for him than spending time with adults. Я думаю, тут еще повлиял тот факт, что успех к нему пришел в детском возрасте. Наш мозг застревает в том состоянии, в котором мы достигаем успеха. К Джексонам успех пришел в детстве. Возможно, поэтому ему было комфортно с детьми. Но ты растешь в этой индустрии, играешь в мяч с менеджерами. С тобой играют одни взрослые. You have your own. А у вас есть свои дети? Я бы не хотел об этом распространяться. Я хочу детей, хочу, чтобы они всегда были рядом. Я счастлив. У вас есть дети или это Я секрет? хотел бы жениться. Я хотел бы жениться. No, just okay. Then let's fantasize. Ладно, тогда давайте представим. Вы бы нормально отнеслись, если бы у вас был ребенок, скажем, 10 лет, и какой-то взрослый мужчина, не ваш родственник, забирал бы его к себе домой, проводил с ним время, играл. Take him, somewhere to his home, spend time with him, being friends. Would you consider it to be normal? Для вас это было бы нормально? Я сейчас говорю без всякого сексуального подтекста. Для вас нормально, если бы они просто дружили? Сегодня я могу сказать, что я нормально бы отнесся, но это должен быть близкий человек, которому бы я доверял. Близкий друг, например. But don't you think that it Вам не кажется странным, что родители этих детей отдавали их чужому человеку? give to superstar Ладно, он суперзвезда, понятно. here and be interested, but the И fact понятно, что с ним рядом хотели быть все, но сам факт, что они оставили детей, а сами уехали смотреть каньон, для меня, как для матери, это как бы очень странно. Зачем они это сделали, как вы думаете? Многие родители считали его наставником. so many Родители считали его кем? Родители ищут наставников для своих детей.
Дети счастливы, они в окружении людей, там была охрана, они были в безопасности. Поэтому родители были спокойны, оставляя там детей. А вы были бы спокойны? Сегодня, на данном этапе, для меня это было бы странно. Просто потому, что если вдруг с ребенком что-то случилось бы, это была бы моя вина. Именно. Это была бы моя That's вина. actually what I Not was anybody thinking else's. about this movie. Мы сейчас не говорим о фильме. Как журналист я его, конечно же, смотрела. Меня больше всего поразили не эти слухи вокруг Джексона. Доказательств действительно нет. Это просто слова людей. Вы либо верите им, либо нет. People saying something you either believe or not. So me and as a journalist from Ну, я журналист, мне мало слов, мне нужны факты. Меня больше удивили именно родители. Просто мне сложно представить, как можно оставить своего несовершеннолетнего ребенка, который полностью от тебя зависит, с какими-то людьми, years old yet and who depends on you. будь они хоть 100 раз суперзвездами. Это странно. Ответственность лежит на родителях. It's their responsibility. I believe it's, yeah. В этом я с вами соглашусь. Это ответственность родителей, если что-то произойдет с ребенком. Why there was no movement in America? Почему в Америке никто не поднялся с обвинениями против них? Я читала прессу. Все тут же накинулись на Джексона. У людей есть право верить или нет. Believe or not believe, it's their right. But I was surprised that, for example, Меня просто удивило другое. В России, например, стали обсуждать родителей, которые оставили с ним своих детей. who did that? In America, Возможно, я ошибаюсь, но в Америке не особо говорили об ответственности родителей. discussion of their kind of responsibility. Yeah, some people, I mean, it's easy as clickbait. Очень просто во всем обвинить Майкла Джексона и начать проверять человека, который вел важную благотворительную работу. Deeds. The Jackson family have done, Джексоны оказывали огромную помощь детям, helping children, были для них наставниками. mentors and all that. В голове не укладывается, как можно было это разрушить. But tell me the truth. Скажите честно, они правда разрушили? Вы знаете, много людей поменяли свое отношение к нему. Многие песни были запрещены на спортивных мероприятиях. So as far as you know, some of the songs were cancelled. Его музыку запретили на Олимпийских играх. Пострадало его наследие, его музыка. Played no more. So many bad things happened Yes. with his heritage, with his musical heritage. Yes, with them, the musical heritage Да, запрет на его музыку – это, конечно, совершенно ужасно. is horrible. Especially, you know, Ведь в итоге он был оправдан. you got acquitted. Everything's debunked. Меня это тоже коснулось. People Мои концерты даже несколько раз отменяли, потому что я был связан с Джексонами. Мое имя ассоциируется с ними. Why? Правда? Почему? Ваш концерт отменили, потому что вы связаны с семьей? Да, some of those things And it was like А чем вы это объясняли? Простите, мы не можем провести ваш концерт, потому что вы связаны с Джексонами? напрямую этого не говорили. they just canceled. Они просто отменили концерт, но все понимали, почему. Это было нелегко, правда. it's very tough. But fortunate enough, К счастью, было доказано, что в фильме показали неправду. and But did it change really the situation? Because as with Kevin Spacey, Это как-то изменило ситуацию, скажем, Кевина Спейси обвинили в домогательствах, уже когда суд официально признал, что он невиновен. taken away from him, so he won everything, but Он выиграл все суды, но это не помогло. На нем до сих пор висит клеймо насильника. of abuser, the same as here. You had a legal lawsuit, not you. I mean the Jackson's Yes. family. Джексоны выиграли дело, но все по-прежнему вспоминают фильм. Как решить эту проблему? Что делать? To solve this problem, there what needs to to do with be. that? I think there, when people are acquitted, Я считаю, что когда с людей снимают официальные обвинения, об этом важно трубить как можно громче. spread and put out there as loudly as the other was. But they're not. Об этом никто не говорит, потому что это не так интересно. Плохие новости работают лучше. Что с этим делать? Думаю, продолжать бороться. Tell me, how come that cancel culture? Скажите, как так вышло, что культура отмены стала в Америке настолько сильна? When it became so strong? Because it didn't happen. Ведь это не произошло по щелчку пальцев. Я здесь не живу, поэтому не могу проследить, как она развивалась. Можете мне немного об этом рассказать? A little bit. It's like How it went to be so It's- powerful. it's so Культура отмены сильна, потому что СМИ работают молниеносно. so Мнение влиятельных людей может тебя просто уничтожить. can try to make you finish. You know, brands and stuff like that. It would. It's just. И это ужасно.
So, how many years? Сколько лет уже ощущается, что культура отмены очень сильна? Сейчас засудить могут за что угодно. У нас большие проблемы. Все началось с движения #MeToo. Люди поняли, что можно получать деньги за любое заявление. Подобные слова могут разрушить карьеру любого, даже если это неправда. Если кто-то хочет вас потопить, с вами покончат в один момент. И тут нет никакой золотой середины. Я слежу за Дэйвом Шаппеллом. Он комик. Он просто шутит. В какой-то определенный момент тебе нельзя уже даже шутить. К счастью, его вот-вот оправдают. Но куда это годится? Нам теперь и шутить нельзя. Уже даже поздороваться нельзя, чтобы кто-то не оскорбился и не подумал. Он сказал это не с той интонацией, с сексуальным подтекстом. Если ты ставишь лайк на фото в Инстаграме, кто-то может вас засудить за лайки, вы понимаете? Да, я понимаю. Я очень хочу это сказать, и я скажу. Я считаю, что в пандемию, когда мы потеряли связь с людьми, мы перестали понимать, что такое дружба. Мы либо слишком близко, либо слишком далеко. Но ведь дружба не обязательно должна быть такой. But what you think will come? Как считаете, что будет дальше? Я согласна с вами. Ситуация ужасная, ни о чем нельзя шутить. Русским это довольно трудно понять, потому что мы живем в другой культуре. Нам сложно осознать, что фразу «любые жизни важны» в Америке лучше не произносить. Ну, потому что нам это кажется логичным. Почему нельзя сказать, что важна жизнь каждого? Что же будет дальше? Кажется, что здесь правила гораздо более тоталитарные, чем даже в некоторых тоталитарных странах. И этот тоталитаризм не со стороны правительства, а само общество как бы хочет этого, и социальные сети. Общество стало надзирателем, а не правительство со своими законами. Законы, получается, уже не важны. Важно то, что думает о тебе общество, даже если оно заблуждается. Общество становится настоящим надзирателем. Оно преследует вас, обвиняет, отнимает работу. Я считаю, этому скоро придет конец. Со мной, думаю, согласятся многие. Мы все чаще замечаем, что культура отмены – это неправильно. Небольшая группа людей злоупотребляет властью, но этому придет конец. Вы думаете, что ситуация изменится? Думаю, да. Кто в Америке может стать лидером этого переворота? Знаю, что многие артисты, философы строчат огромные письма о том, как это неправильно. Вот Эмбер Хёрд, например, выиграла процесс. Джоан Роулинг и еще сотни писателей и философов подписали огромное письмо о том, насколько губительна культура отмены. Джонни Депп вот недавно выиграл суд, может, это поможет. Кто может стать лидером этого движения? Думаю, люди. Но ведь должен быть лидер. Это должна быть волна. Не обязательно какой-то человек. Я верю в людей. Я верю в волну энергии. Верю, что люди поймут, что дальше так нельзя. Точно так же, как они устали от пандемии, и тогда все изменится, и снова наступит баланс. С кем придут эти изменения? За любым крупным движением стоит какой-то человек или несколько людей, которые становятся его символами. Кто это может быть? За кем, по-вашему, люди потянутся, чтобы изменить культуру отмены? Может, есть такие люди, которые могут вдохновить, зажечь других? Может быть. Все впереди. Все впереди. Я буду рад присоединиться к движению. Правда ли, что Майкл Джексон называл вас принцем поп-музыки? Нет. Нет. Нет, значит, это очередной слух? Нет. Принцип поп-музыки меня называли в компании HMV. Свою первую песню я выпустил в Японии. Им очень понравилось мое звучание. Песня имела успех. Я работал с HMV. Они-то и прозвали меня принцем поп-музыки. Я не выпрашивал этот титул. Меня просто так назвали.
Я этого не просил. Лучше бы меня назвали президентом. Если бы у вас была возможность что-то поменять в жизни, что бы вы изменили? Ничего. Я бы ничего не хотел менять. Я счастлив. Я не стал бы тем, кто я есть сегодня, если бы в моей жизни не было всех этих событий. Я был бы слишком чувствительным. И был бы, наверное, совсем на другом месте. Я счастлив, потому что в моей жизни произошли определенные события. Я счастлив. Я могу справиться с любыми трудностями. Я могу быть позитивным, подбадривать других. I thought you would answer this like I would change this dubious situation. Я думала, вы ответите, что изменили бы эту спорную ситуацию с Майклом Джексоном. Когда я готовилась к интервью с вами, я думала, что жизнь у вас не сахар. Place you're in, because from one side you have С одной стороны, семья Майкла Джексона, которая вас любит. Насколько я понимаю, вы дружите, вы сотрудничаете в музыкальном плане. Они часто пишут о вас в Твиттере. musically, they always write something on Twitter about you, something good. So they really, you know, in good Они с вами в хороших отношениях. С другой стороны, эти вечные слухи, что вы якобы сын Майкла Джексона. А может и нет, и что у него есть законные дети, родство с которыми тоже под вопросом. children that are also is under question if it's legal or not. So it's always like you're in a situation, you know, between Вы словно все время пытаетесь усидеть на двух стульях. Лично мне кажется, лучше сразу определиться, я или здесь, или там. one thing. Либо я не имею отношения к этой семье, не вожу с ними дружбу, либо я член этой семьи, я сын, я ничего не унаследовал, но я член этой семьи. And I say I'm a son, maybe I don't inherit anything, but А вы находитесь в этом шатком состоянии, вас это не беспокоит? doesn't it make you feel bad? Раньше беспокоило. Но больше всего я переживал, что у меня не было возможности много времени проводить с мамой. Мне кажется, я должен был уделять ей больше внимания. Что ж, спасибо.